Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, система управления будущим. В данном уровне управления я рассматриваю на системном уровне выраженность информации будущего как информации существующей, да, в том числе и сейчас. То есть мы имеем такой план управления, когда, рассматривая своим восприятием будущее, мы можем совершенно однозначно видеть, скажем так, что из текущего восприятия мы можем вполне управлять, причем на системном уровне, процессами будущего, причем так, как нужно на уровне духовного познания. Вот дух, воспринимающий в этом статусе всю реальность, он как одновременно получает информацию, да, так и одновременно всю информацию как бы раздает. То есть вот здесь надо выделить совершенно четкий контур в данной методологии управления, контур именно одновременности духа в получении информации, то есть свойства духа, мы выделяем свойства духа, и в том, что информация практически сразу попадает в бесконечные структуры будущего. И вот здесь вот в будущем существует такой уровень, как бесконечные структуры, то есть в будущем бесконечные структуры выглядят как конкретные, например, сферы, конкретные микроуровни, и при этом бесконечность имеет конкретную форму. Вот, ну, логически, в общем-то, это понятно, потому что когда мы хотим рассматривать процессы будущего, то здесь получается, что мы должны бесконечность как-то визуализировать. И в связи с этим восприятие таким образом формирует реальность, что бесконечность имеет ну, вид каких-то даже знаков иногда. Поэтому часто вот человек сталкивается с тем, что присутствует некая знаковая форма, да, событий будущего в виде какого-то проекционного уровня. Может быть, это выражено в виде какого-то действия, предположим, это может быть уровень, который выражен, предположим, тем, что есть некое растение, да, вот человек встречает на своем пути растение, и при этом, при всем, мы видим ту ситуацию, что то растение, которое он видит, имеет некий знак. То есть он даже может воспринимать будущее как структуру знаковую, выраженную в физической форме. Просто растение, да? Или проезжает, ну, может быть, это очень редкий случай, но теоретически вот в коллективном сознании, смотрю, такое существует, что проезжает машина, вот пересечение контуров машин дает знак. То есть он как бы рассматривает, что в этот момент есть знак такой-то и воспринимает какую-то информацию. В конечном итоге любая ситуация мира – это и структура выраженного будущего, но в текущее время. То есть вообще любая информация. И отсюда мы можем понять, что наше мышление – это система, которая постоянно сканирует, фактически контролирует и старается как-то корректировать, вот, даже коррелировать будущие процессы. То есть мысль неразрывно связана с тем процессом, что мы называем вот этой отвлеченной, отдаленной формой. То есть мысль – это выражение бесконечного будущего, но в конкретном действии. То есть если мы хотим четко понять и знать, для чего мы делаем какое-то действие с точки зрения логики познания, логики, ну, скажем так, адекватности действия, и зачем мы, не то что там адекватности в плане конкретных там каких-то перемещений, так понятно, почему мы что делаем, да? А вот почему мы делаем по существу мироустройство, где есть будущее, именно такое устойчивое, например, да, гармоничное, тогда мы очень четко начинаем видеть линии, которые, ну, как некие коридорные системы, там вертикальные светооптические линии сразу начинают быть видны, и человек идет как бы между всеми системами. Ну, то есть вот есть некая система, например, скажем так, тайных, да, таких знаний, где кроме физической реальности человек, ну как бы тайных, значит, видит еще внутренний смысл какого-то физического процесса или дофизического процесса. Так вот, чтобы в случае спасения мира не было понятия тайн как таковых, да, и нужно было достичь обязательно управления, но имеется в виду, есть там какие-то моральные принципы тайны, личные тайны, это я не затрагиваю, имеется в виду тайны с точки зрения познания для спасения мира. Да, конечно, нельзя внедряться там, в процесс мышления другого человека или там как-то стараться понять, если это он не разрешает делать, да,
кроме, конечно, случаев, когда он несозидательно, например, что-то хочет сделать несозидательно, тогда, конечно, нужно его учить. То есть, как бы, получается, давать информацию, которая успевает его обучить, как бы, сделать то, что дальше будет созидательно. То есть он должен успеть познать, и это получается даже не влияние на мышление, а фактически передача очень быстрой информации, когда он путем познания законов мира становится созидательным. То есть он не причиняет вред. И получается, что вот структура внешней реальности, да, она устроена по часто похожему принципу. Вот, например, есть отдаленная система реальности, ну, некий вакуум, да, какие-то планеты, они же не падают на Землю по каким-то причинам. Ну, понятно, что есть сила тяжести, но если мы абстрагируемся от этих понятий физических, то мы тогда должны понять внутренний смысл происходящего. Почему планеты равновесны, и они не влияют на Землю? А потому что существует уровень опережения именно созидательных знаний, например, там, вечного развития, и другие системы просто-навсего принимают эти знания, и таким образом развивается конструкция та, которую мы видим физически, например, да, или информативно. То есть получается, что конструкция будущего – это система постоянного опережения созидательных знаний. Поэтому ясно, что добро победит, да, вот как обычно говорится, потому что это есть конструкция вообще всего мироустройства. Бог изначально добрый, Он дает управление всем. Главное, причем одинаково совершенно, главное уметь понять, как это делается, и в принципе тогда гармоничность обеспечена. Но чтобы скоростные процессы, связанные с жизнью людей, были синхронизированы, были сопоставлены так, что люди это понимают сознательно, они должны видеть, что система именно управления будущими процессами – это есть их личное действие. То есть они должны познавать в каждом шаге свои внутренние связи. Вот почему они находятся здесь, вот в какой-то ситуации по совокупности событий. Как только они начинают понимать, ну, я имею в виду вот, группу людей, может быть, один человек, значит, начинает понимать, что вот есть фундаментальный смысл, да, его личной позиции в этом мире, то будущее становится тоже стабилизированным. То есть как только он определяет свой истинный статус, фактически человек определяет в этот момент свой бесконечный статус. И когда он это видит, то ясно, что чтобы системно управлять будущим, нужно знать систему вечного развития на уровне духа. То есть дух должен четко прорабатывать все будущие ситуации на сверхвысокой скорости. Почему нужна скорость, я объяснил. Это идет передача знаний фактически, именно тех знаний, которые являются именно знаниями созидательного абсолютно типа. То есть, следовательно, дух разделен в оптических фракциях на уровень абсолютного созидания, там, где он контачит с Богом. Бух-дог, здесь получается, что дух, который видит Бога как бы так, что дух Бога и дух человека часто в восприятии это одно и то же для человека. Но для Бога эта конструкция почти равна этой величине. То есть дух Бога и дух человека здесь практически одна и та же величина. Здесь структура, в общем-то, звуков, она начинает исчезать. Там нет звуковой формы выражения реальности. Вот если мы, предположим, начинаем менять конструкцию звуковой формы в этой среде, то мы видим, что звук фактически это величина, которая воспроизводится, например, там, человеком, да, явлениями природы, но ведь Бог, который существует вне времени, тогда получается, как у него звуковая форма может распространиться? Вот логически, да? Звук это как бы все-таки временная система. И получается, мы можем там вставлять любые слова, любые звуки, но мы даже в коротких звуках можем понимать, что происходит. То есть абсолютное знание, потому что мы вообще видим эту конструкцию. И вот когда мы входим в эту структуру знания, видно, что вот именно адекватность, совершенная, причем адекватность восприятия, то есть линейность, конкретность, она должна быть более четкой, чем даже в физическом мире. То есть здесь процессы управления, они таковы, что там, где вообще вот, стираются звуковые формы, да, пространственные формы переходят в структуру бесконечного звука. Вот бесконечный звук, это значит, можно вставить любую последовательность звуков и получить нужное слово на понимании.
И получается, что слово вот, формирует событие бесконечного ряда, одно слово, да, любое причем. Я говорю здесь слово, бесконечный ряд сразу виден, то есть слово есть рождение ряда. Но есть же такое понятие, что слово рождает реальность тоже. И, в принципе, в логике то же самое. Говорится слово, и получается действие. Слово это есть и действие, да? И дальнейшее, причем есть действие в будущем. Ведь сначала слово произносит, потом есть будущая конструкция. То есть, чем мы, значит, ну, то есть реакция, да, на слово, но она в будущем. И получается, мы имеем очень много систем, в принципе, доступа к системе управления, обычных. Например, переход звуковой формы в незвуковую – это устойчивая позиция будущего. Чтобы нам продиагностировать, что мы построили, например, да, конструкцию будущего устойчивую на системном уровне, мы должны как бы услышать вот этот переход, где конвертация звуков, то есть подмена даже одной буквы в какой-то системе управления другой, говорит о всеобщности, то есть о присутствии Бога в любом явлении, и одновременно говорит о том, что там растянутый бесконечный, например, звук становится тишиной. То есть там звук исчезает. И получается, что когда мы начинаем анализировать, ну не только звук, звук это, в общем-то, одна из форм, есть, значит, светооптический уровень, который выражается в том, что длинный луч, например, сворачивается в конкретную форму. Причем конкретную, ну, например, там вопросительный знак, восклицательный знак, какие-то слова. То есть слова в виде букв. Вот если мы зададимся вопросом, как вообще созданы буквы, то вообще их можно было прочитать на самом деле. То есть это говорит о том, что, во-первых, с точки зрения мышления человек может все, что, конечно, угодно придумать, да, создать форму букв, но в информации будущего это же существует, логически понятно, что в информации будущего существует любой символ. То есть мы приходим к тому, что личность как бы соприкасается, да, с внешней реальностью, вот, ну, как бы внешний мир, и вот эта стыковка, она постоянная. То есть человек постоянно держит под контролем систему внешнего мира, и он это, вообще говоря, ощущает на определенном уровне. Он это понимает. И вот это понимание, это есть знание всех связей, всех законов. И вот мы построили первую конструкцию будущих событий, наиболее приближенную. Чтобы построить самую элементарную конструкцию, мы должны четко осознавать и знать все законы, все связи. И тело человека это знает и умеет. То есть получается, что тело человека, ну имеется в виду, что связано с телом, мышление, или, значит, тело как следственная структура, да, изначально душа, то есть все конструкции, которые относятся к человеку, это есть уровень, который постоянно участвует в очень, в общем-то, усложненном механизме мирообмена, да, обмена даже мирами, там, целыми макроконструкциями. Потому что любая система содержит всю следующую. И получается, что вот этот переход, когда любая макросистема, микросистема содержит все, что вне нее, этот переход здесь можно очень тонко проследить и увидеть, как мысль формируется и формирует реальность. То есть это очень, в общем-то, тонкая система управления, но она очень эффективна, потому что можно увидеть, как пересечение оптической фазы мысли с внешней, неопределенной даже реальностью, во-первых, создает здоровое тело человека, а во-вторых, определяет гармоничный уровень всех будущих событий, причем бесконечность. То есть мы можем видеть свою мысль как систему, которой достаточно просто управлять. То есть достаточно вот эту оптическую систему выражения в мышлении взять, как бы просто, ну, увеличить длину, да, волевым управлением, например, духом своим. И мы видим, как мысль действует на реальность, то есть реальность начинает преобразовываться, причем мягко. Вот мягкие формы – это преобразуемые формы, во-первых, то есть системно управляемые формы, а во-вторых, они преобразовываются совершенно в конкретные дела. То есть они преобразовываются в конкретные дома, машины. Мы можем считать технологии будущего, фактически. То есть, чтобы знать, что нам нужно в вечном развитии, например, там, система терморегулирования жилищ будущего, да, и там же ведь процессы ионообмена, они разные. Если мы имеем замкнутую систему, то получается, что ионы должны иметь большую скорость в сторону человека. Тогда получается система выброса тепла, какая должна быть из жилища. Потому что в вечном развитии система становится более автономной всегда. Вот идеальная вечная конструкция, человек все делает сам, исходя из своего тела. И получается, что когда мы начинаем это понимать, мы видим, что
Совершенно четко, вплоть до того, где какой вот этот вот уровень там какой-то трубки проходит, да, где какой-то шланг качает. Мы видим всю конструкцию этого жилища будущего. То есть нам не надо ничего придумывать, она есть задачи этой системы. И получается, что исходя из этого, мы опять находимся в устойчивой фазе управления здесь, да. Мы, например, там не переживаем, нам достаточно спокойно, мы знаем будущую конструкцию. И при всем при этом, ну, конечно, если люди эмоционально, можно переживать, это не запрещено, тем не менее, часто бывает так, что спокойнее строить полезнее. То есть надо уметь определять свой уровень чувственного управления, и тогда получается, что именно уровень чувств часто рождает, например, свет, да? Зрение, физическое причем зрение. То есть если мы умеем обратить уровень чувства к себе как бы вовнутрь, у нас открывается физическое зрение. То есть могут, в общем-то, получается, что регенерироваться не только глаза, так скажем, да, но здесь может быть регенерация тканей, там, мозга, вообще любых тканей, если мы увидим, как чувства взаимодействуют с физической реальностью, чувства, связанные с будущим. Ведь будущее во многом же, оно не очень определено, кстати. Вот у многих людей, он даже часто человек не знает, в какой магазин он хочет идти, да, в конкретное время. Получается, будущее очень хороший инструмент для управления собой. То есть мы можем, как бы зайдя в структуру будущего, создать импульс, который многовариантен, и исходя из того, куда мы пойдем, во-первых, мы себе планируем уже благоприятное будущее, да, формировать импульс к себе, чтобы, например, там, улучшать здоровье. Ведь в оптических системах, ну, как бы эти просто вот такие, в общем-то, они как рычаговые системы, достаточно просто подвинуть оптику и получить, например, здоровую клетку или здоровый организм в целом. И получается, что, учитывая, что будущее многовариантно, почему Бог создал будущее именно многовариантным, становится понятным, это мощнейшая система достижения любого управляющего результата. Ведь для Бога было все равно, он мог сделать линейное развитие будущего. Но, во-первых, тогда ограничение свободы воли, это самое главное, да, это делать нельзя. А во-вторых, здесь получается, что все-таки здесь работает именно система больше управления, идущего как бы из бесконечности. То есть бесконечность рождается именно перебором вариантов. И получается, что ведь перебор вариантов делает все-таки сам человек. И когда мы начинаем видеть эту систему управления, то получается, что мы все-таки, ну, в общем-то, приходим к тому, что будущее, которое очень отдалено, оно все-таки получается более управляемо, потому что на каждом шарнирном уровне, да, управления будущими процессами мы имеем постоянное добавление как бы следующей итерации управления. То есть нам достаточно в одном шарнире делать управление, свет же идет как к нам, так и туда. Следующий свет уже усиливает следующий блок, как бы на один блок уже сводит две конструкции и так далее. И получается, отдаленное будущее, оно более устойчивое. То есть почему Бог создал структуру управления именно бесконечной? Потому что, чтобы создать локальную подвижную устойчивость, динамическую устойчивость, все-таки необходимо, чтобы конструкция управления была устойчивая, вот эта вот позиция была устойчива, даже вот духовное восприятие было устойчивым именно в уровне восприятия бесконечного сигнала. То есть здесь есть как цель желания, да, вот вечного развития, так и как бы законодательная, что ли, функция этого процесса. То есть именно так все устроено, потому что это есть закон развития будущих систем будущего. И вот здесь мы выявляем личностный уровень Бога. То есть Бог как личность и как всеобщий уровень показывает на логическом уровне, почему все так устроено, почему вот человек и устроен по образу и подобию Божьему, потому что он тоже может на логическом уровне строить вот это бесконечное управление. Ну, познавая, например, сферы своего мышления. То есть вот я могу вывести управление бесконечным статусом, то есть не дифференцировать, откуда эта информация, то ли она внешняя, то ли это система преобразования моего восприятия. То есть я беру и постоянно значит, выхожу в поле от того, что я информацию не конкретизирую. Вот есть информация, я беру от нее раз и как бы в сторону вышел, да? Я все время вижу просто свечение. Но если долго видеть, например, свечение, то там же может быть и свечение Бога, да? То есть я могу видеть себя, например, я могу видеть структуру бесконечного
развития, вот чем я больше не дифференцирую, ну, состояние покоя, опять же, да, если я нахожусь в состоянии покоя в плане восприятия глобальной конструкции, то конструкция начинает преобразовываться, и начинается вот именно свобода действия внешних систем. Вот Бог создал, так скажем, мир достаточно тихим в плане, да, вот, например, того, что вакуум, там макротела, потому что это есть создание локальных действий, локальных событий. То есть мы можем видеть конкретную величину связей. Для создания какого-то конкретного события, человек пошел в магазин, сколько нужно создать внешней системы реальности. То есть работа Бога совершенно четко определена, но она не конкретно вот в этом только заключается, и она не вообще говоря не линейная, конечно, Бог делает вещи, которые именно макроустойчивы, и мы сейчас познаем только механизм аналитического толка, так скажем. Да? Тем не менее, здесь все-таки существует очень понятная, по крайней мере, на первый взгляд, система управления, которая говорит о том, что мы можем связать действие будущего, чтобы оно осуществилось, с количеством внешнего вещества даже, вплоть до этого. То есть обычная счетная величина. То есть чтобы в будущем был кислород, например, в бесконечное время, ну, простую фракцию, да, выделяем в управлении, где должны быть планеты. И совершенно четко мы начинаем понимать, что, ну, по крайней мере, хорошо, что они находятся там, где находятся, а вот что тогда дальше, в чем есть проблема, да? И мы начинаем видеть, а вот значит не должно быть ядерной войны. Мы начинаем видеть конкретный источник возможной проблемы в макроустройстве. Это конкретно АЭС, находящийся на территории конкретной страны. Мы видим, что идет конкретный человек, который там чего-то не успевает сделать, да? И здесь срабатывает ресурс. Ну, он в случае, если эта конструкция кислорода, например, начинает обрушиваться, да, где-то в перспективе, то мы начинаем делать сразу же, вот здесь срабатывает именно уровень, данный Богом каждому человеку, почему говорю, каждый человек может спасти весь мир тоже, один причем человек, то срабатывает уровень именно вот этой вот корреляции, то есть заброс в систему будущего, дается мышление данного человека, он там, например, там не отжимает кнопку, он правильно агрегат какой-то там закручивает в этой АЭС, да, например, если это АЭС. В том случае я говорю конкретно про АЭС. И получается, что балансировка опять стабилизируется. То есть вот управляемое будущее через макрорегулирование. Достаточно выделить фракцию системности по одному параметру. Кислород всем нужен. Если что-то влияет на кислород, значит где-то проблема. Но самый простой вариант, да, и самый действенный, это я привел просто, отвлекся как бы от именно, в общем, полной, что ли, конструкции, да, системности будущего. Это увидеть хотя бы одного человека в бесконечном развитии. И вот когда вы... Почему именно хотя бы одного, да, а не всех сразу? Потому что если вы видите одного, это обобщенная система для всех. Один человек дает жизнь всем в этом случае. И поэтому получается, что вот почему Бог, Он один? А потому что в конструкции будущего Он и дает жизнь всем. Ведь должен жить фактически счастливый, вечно живущий человек конкретно, да? Если он обладает универсальными характеристиками, то все живут так же. Вот и все. То есть созданы конкретные там дома, конкретные поточные линии, конкретные вот эти свечения. Для всех как бы унифицировано. Почему еще Бог как именно создал человека по образу и подобию? Потому что, а иначе там нет другой формы просто. То есть он сначала самовоспроизвел форму, которая давала бесконечное развитие, и люди получились такие же, вот и все. Только разница в том, что когда они набирали скоростные системы входа в будущее, у кого-то система знания оказалась преуменьшена. Сейчас задача стоит просто набрать эту систему знаний, вот и все. То есть как бы подстыковаться к этой конструкции, да, будущего свечения. И вот здесь вот начинается вот этот именно другой свет. Достаточно вот этого другого, ну, живого такого опишем, хотя на самом деле это свет бесконечной концентрации. Там жизнь, это само собой, хотя это основная характеристика, по сути, да, личностная. Но там не только жизнь, там есть все. Вот так это выглядит. Ну, на ощущение, по крайней мере. И когда мы берем эту структуру сюда, можно излечить достаточно, ну, причем такие сложные, какие-то очень проблемные заболевания, только за счет того, что мы этот свет вывели в какое-то конкретное место, и мы его хоть немножко продержали.
То есть задача продержать не просто свет в данной технологии, а конфигурацию света. Вот, например, мы взяли, ну, например, есть снег где-то, да, перед нами. Мы можем взять и снег бросить к себе, но здесь в данном случае надо как-то взять, сконфигурировать этот снег и еще как-то его пронести конкретно. Вот когда мы держим свечение по форме, фактически мы преодолеваем все более близкие шарниры, то, что мы познаем, ведь система шарнирного управления именно будущими процессами, что в каждом случае мы же новые знания приобретаем. А нам нужно еще через эти знания, знание это фильтр, это такая как бы независимая система. Каждый элемент знания обладает свойством фильтрации внешней информации. Вот что здесь, в общем-то, мы видим в конструкции мира, что стоит только что-то построить, как элемент совершенно опять становится независимым. Стоит что-то продумать, система становится абсолютно независимой. Вот теперь с ней придется нам работать. Нам надо еще убедить, что те знания, которые мы тащим к себе, это правильно для нас. То есть получается, чем мы больше работаем, тем чаще как бы система развивается в ту сторону, что, в общем-то, здесь получается, что мы имеем, ну, такую как бы обратную приходится решать задачу, что чаще приходится прикладывать дополнительные усилия для того, чтобы получить конструкцию из далекого, да, будущего сюда. И поэтому часто лечение, например, человека связано иногда вот все-таки с какими-то позициями сложности, потому что в коллективном сознании есть такой принцип, как бы такое понятие, что, скажем так, в будущем в коллективном сознании, значит, ну, заложено, что болезнь лечит какое-то время, да, значит, человек вынужден результат брать откуда-то издалека и к себе как бы тянуть, да, сюда. Поэтому я говорю, что спасти мир можно и мгновенно, да, излечиться, да, можно, конечно, мгновенно. Вопрос в том, что при этом человек понимает. То есть он должен, в принципе, здесь очень четко увидеть конструкцию задач, которые как бы возложены на него. То есть получается, что он совершенно четко должен определить, каким образом задачи, которые он, например, решает, эти задачи, ну, как бы как с листа бумаги, вот там Бог пишет, он берет и читает эти задачи, собственно говоря, и при этом, при всем, эти задачи, они таковы, что вы имеете, в общем-то, дело с тем, что, ну, во многом вы пишете себе сами, потому что будущую конструкцию, ну, которую вы видите, если даже положить вот руку, да, между информацией будущего и вами, просто плоскую систему, то проективная система сигналов на эту руку все равно это есть ваши письмена. Почему письменности, ну, письмо души каждый человек всегда отличается. Да, можно писать универсальным языком, но Бог принимает письма у каждого свои. Более того, один и тот же человек может написать об одном и том же предмете, но у него получится разная вязь, то есть разная музыка восприятия, да? И вот там, где, получается, человек переходит структуру отсутствия звуковой формы, там возникает музыка души. То есть начинает вот пение души, оно не слышно часто в виде звуковых форм, а значит, душа поет тихо, да? Бывает такое. Есть такой очень тонкий смысл восприятия, что пение души, это часто его не слышат другие, да? То есть человек четко понимает, что другие в этот момент, возможно, не слышат, что его душа поет. Но он может об этом сказать, можно по цвету глаз, по сиянию глаз определить, что это так, но если он в стороне, не всегда это можно определить. То есть это уникальная конструкция, так как у Бога, Бог имеет уникальные конструкции, которые не всегда как бы визуализируются, да, со стороны. А вот чтобы уметь визуализировать уникальную конструкцию Бога для макроспасения, мы должны познать Бога так, чтобы Он показал любому человеку, что в случае макроспасения уникальной конструкции нет. То есть системное будущее – это всегда доступ к информации Бога и умение применить для того, чтобы не было, например, там, ну, хотя бы макрокатастрофы для начала. Да? В связи с этим получается, что когда мы делаем управление таким образом, что как бы внешняя система управления переходит в систему, ну, скажем так, будущих действий, в систему внутренней реакции, то здесь вот выделение той величины, что нет, например, макрокатастрофы, это есть уровень, который фактически показывает, что, значит, мы выделяем конструкцию, которая существует, ну, во-первых, неустойчиво. То есть вот понятие макрокатастрофы
как бы отсутствие, да, системных элементов, это неестественно, потому что вы же здесь есть, поэтому с чего вдруг, значит, что-то может на это повлиять, да, логический статус. Есть система неких привычек, система восприятия, и получается, что чем больше событий происходит в мире, чем больше событий вообще вот, ну, в целом, да, в восприятии человека, тем более устойчива конструкция будущего. То есть отсюда, значит, чем более технологичен мир, тем более будущее устойчиво. Хотя возникают разные связи, там есть мысли о том, что вот, или даже реальная ситуация, что киборг-системы там могут быть очень развиты, но на самом деле получается, что именно быстрота развития информации все-таки укрепляет будущую реальность. Ну, логически это очень просто выглядит. Если цивилизация очень сильно развита, и есть, например, средства, ну, например, защита от внешних комет, то ясно, что в бесконечном развитии цивилизация более устойчива. Не обязательно, что внешнюю комету надо именно там, предположим, взрывать ядерной бомбой, хотя это может быть совершенно неэффективно. Развитие цивилизации заключается в том, в данном случае, что, возможно, и, как правило, речь в данном случае идет о применении технологий духовного управления. Но здесь, собственно говоря, все-таки чем больше людей работает, тем более будет проявлена эта форма духовного управления. Одно дело, один человек работает, другое дело, он работает с захватом всех сотовых разговоров мира, да, информации. У него увеличится количество контактов, количество связей с личностями. Чем больше людей, тем более устойчивое будущее. И получается, вот почему процесс всеобщего воскрешения, то есть фактически элемент неумирания любого человека, это именно абсолютная устойчивость. Потому что стоит одного хотя бы человека где-то утерять, все равно конструкция остается рыхлой. То есть она становится такой, что ну, почти как начальная форма. Мы, вот поэтому во всеобщем воскрешении воскреснут именно все. Где речь идет об устойчивости, которая вот, в данном случае выглядит как законодательная форма развития информации. И в связи с этим процесс вот неумирания как таковой, он в данном случае выражен вот именно в части внутреннего развития. То есть человек должен видеть вот эту вот систему, в общем-то, своеобразную внутреннего счастья, что его влечет, вообще говоря, по жизни, что он хочет сделать, да, в этом бесконечном развитии. То есть он должен вообще себе строить структуры будущего, которые имеют все-таки бесконечный статус и бесконечные цели. Он должен понимать, что будущее, оно именно поэтому должно быть бесконечным, потому что так построены законы развития информации будущего. Не просто потому, что он там, например, ну так захотел, да? Ну, он захотел, конечно, это может быть разовый импульс, и это тоже хорошо. Если он захотел, он уже построил, кстати, сопоставимую конструкцию. То есть человек захотел жить вечно, все, он уже ее продвинул перед собой, этот свет. А дальше существуют, как оказалось, законы, о которых я сейчас говорю, которые, значит, должны быть выполнены. То есть другой дороги в принципе нет. Он должен идти по той дороге, которая им, человеком, осознается, которая работает всегда функционально. Законы связи там должны, на самом деле, там не просто должны быть, а они более жесткие, чем в физической реальности. Вот в этой именно конструкции бесконечного развития. И там совершенно четко видно, что, сделав одно действие, целая масса однотипных следствий. Если сила тяжести еще где-то может где-то колебаться в каком-то интервале времени, здесь ничего не колеблется. Там абсолютно устойчивая, абсолютная конструкция. И поэтому существует вот эта величина, которая называется абсолютным будущим. То есть она в любом случае реализовывается. Вот стоит только человеку себя увидеть в этой структуре, и он четко понимает, что он ну, там, будет, например, да, в этом уровне, он будет так выражен там, и так далее. И поэтому здесь существует еще такая личностная величина структуры построения будущего. То есть, с одной стороны, строится структура совершенно по конкретным канонам, законам. Я в данном случае дал только общую характеристику этого процесса. А там же есть совершенно конкретные, ну, буквально как в сопромате, там, в математике, в любой точной науке, связи. И здесь, когда он проникает в будущее и видит, что все так и есть, у него возникает другой уровень. В коллективном восприятии сразу же распространяется такая информация, что
значит, оказалось, достаточно человеку как бы посмотреть в будущее, и все готово, да? То есть все есть. Но ведь замысел Бога в том и был, что все готово изначально. То есть человека не ждет ничего такого, что было бы неблагоприятным для человека. И возможность увидеть и получить обратный сигнал — это просто свойство этого замысла. То есть реализация его. Поэтому получение, значит, хорошего, что ли, про себя, да, хорошей информации, это не говорит о том, что вся сеть законов, она как бы нивелируется, да, а просто человек посмотрел и все. Во-первых, будущее это все равно построено на этих же законах. А во-вторых, то, что он увидел, это просто говорит о том, что он просто знает технологии, он знает шарнирные связи, он знает, как это строится. И как бы получается, что проблем-то в развитии этой системы практически нет. То есть достаточно просто знать, и вы сразу видите сигнал из будущего, устойчивый сигнал. То есть ваше будущее становится абсолютно устойчивым процессом. Как только вы начинаете вот это понимать на уровне развития там, скорости мысли, то есть синхронизировать, например, скорость мышления, да, к этому процессу, то есть вы начинаете видеть, что скорость вашего мышления или действий, там, сопоставимых с мышлением, это есть та гармония, которая обеспечивает и знание законов, и получение там, внешнего, да, сигнала о своем будущем, то вы видите, что тело человека как раз-таки очень гармонично и даже гармонизирует все эти процессы, но оно и очень гармонично. То есть вы начинаете видеть, ну, возникает, знаете, это значит, ну, такое подобное чувство любви к телу, вот как бы вход в тело через любовь, да, но это не в собственном проявлении любовь, да, потому что есть здесь не понятие его, ну, предположим, здесь можно подумать, что человек становится неким там себялюбцем, да, хотя, понятно, любить полезно себя, но в данном случае технология, ведь человек, который думает о других, Бог, создавший других, он прежде всего любит вообще их, на самом деле. Значит, а здесь получается, что когда вы, значит, имеете ракурс, например, действия к себе, то получается, что здесь возникает структура, которая формирует любовь такой формы, как пространство, взаимодействующее с человеком. То есть пространство обладает свойством, похожим на любовь. Это форма любви. То есть вы начинаете видеть, что структура обладает реагентностью, которая рождает волну любви. И тогда вы допускаете структуру к себе. То есть как только вы распознаете структуру любви, вы допускаете. Вот от чего возникают многие болезни. Человек просто как бы нарывается на жесткие как бы фрагменты, да, будущих систем и не дифференцируя, то есть не вылавливая, как бы, да, не ловя вот эту теплую волну любви от внешнего даже пространства, он попадает в жесткие ситуации. Если он научился дифференцировать, то, в общем-то, даже в сложной ситуации, в очень сложной, ему достаточно выделить эту структуру перед собой, и тогда он четко идет по своему уже очень хорошему, ну, по крайней мере, благоприятному будущему. То есть его ни одна жесткая ситуация практически не может, например, там, смять как-то его планы, да? Ну, может быть, там как-то, может, так что по времени там что-то видоизменится, но по сути ничего не меняется. Бог же единый, Он создал все, и по сути ничего не меняется. Он же в будущем тоже существует, да? Он знает все будущее. Он уже создал будущее. И получается, что человек должен обладать этим же свойством. Тогда он должен принимать то, что он, например, принимает, да? Он должен иметь свое собственное развитие такое, которое бы не зависело от внешних величин. То есть автономная величина человека, абсолютное бесконечное развитие при полной открытости. То есть система должна быть одновременно автономной, да, как физическое тело, также и бесконечно развитой во всю бесконечную систему будущего. И вот здесь вот есть, это уже духовная любовь Бога. То есть мы видим, что Бог своим духом, телом, то есть, в общем-то, даже своей собственной любовью, вот, его любовь рождает следующую любовь. Взаимодействие здесь как-то вот выделить вроде бы логически нельзя, но на уровне управления это все абсолютно четко видно. Что действие любви Бога рождает следующую любовь. То есть Бог создает только любовь вот в уровне
жизни, так скажем, реальности. И вот это и есть абсолютная устойчивость, это жесткое, это тверже там любого камня, да, сверхплотного вещества, сверхжесткого, это структура любви, которая находится в фактически бесконечном будущем. То есть это величина, которая удалена бесконечно. И сколько бы к ней не приближаться, она все время находится на одном и том же расстоянии. И поэтому, когда вы начинаете, например, двигаться, и причем она излучает вот эти структуры любви, и начинается построение, то приближение к ней — это есть путь к Богу, а когда вы хотите ее получить ближе, вы получаете реальную любовь. То есть реальная любовь возникает как... Ну, это тоже, конечно, реальная любовь, само собой, просто в данном случае именно ваша любовь, которая возникает просто как человеческий фактор управления, да, или как человеческое чувство, которое вообще не имеет опять величины. То есть точка воспринимается как бесконечная величина. То есть через любовь можно познать структуру связи именно будущих процессов и текущих. Будущее — это есть локализованное свечение той же самой любви, как бы ее концентрация, да, а настоящее — это ее рассеянная форма в оптике. И получается, что любая структура действия на вас, то есть ваше физическое тело, почему оно, кстати, здесь сразу ясно, что обладает функциями вообще реально вечное, вечно развивающееся. Потому что в этой конструкции, вообще говоря, другим уровнем нет места. То есть, чтобы это понять, нужно, значит, понять, что в любых бытовых системах, да, в любых как бы расслабленных даже системах, где практически, например, нету никаких там связей, вот, ну, человек идет просто по улице, например, да, это некая такая на уровне информации достаточно рассеянная система. И когда вы начинаете видеть, что данная система вот, должна быть абсолютно защищена, человек просто идет по тротуару, он должен быть абсолютно защищен, на него не должна упасть комета, не должно быть ядерной войны, он не должен заболеть и так далее, у него должно быть вообще все счастливо и гармонично. Тогда получается, как в этой рассеянной системе обеспечить ему это, да, вот задача Бога. Значит, он должен, значит, в обычном уровне самоощущения, самоосознания это все иметь. То есть его обычно так называемое бытовое восприятие должно все это гарантировать человеку. И поэтому вот переход на уровень, как вообще Бог должен через обычный бытовой уровень в повседневной его жизни передать эту информацию? Через его мышление, через его восприятие. Да? Значит, есть каналы, совершенно конкретно линейные, в реальности, которые позволяют совершенно четко человеку понимать, то есть идти по этим каналам. То есть люди идут по тротуару, но они не сталкиваются. Ну, ясно, что человек обладает мышлением, и он просто обходит другого человека, но тем не менее, да, для Бога задача управления, она такова, что он должен, да, он придал свойства независимости, но он должен был подумать об абсолютном уровне устойчивости будущих процессов. И если человек чего-то не досмотрел, здесь ему помогает Бог, да, он поэтому куда-то не ударяется. Но Бог ему уже помог, да, в его будущем. И получается, когда вы видите эту конструкцию, ну, в явь, так скажем, да, свою, именно явно, в свой явный уровень переводите, то есть ваша явь — это то, что вам является явью в текущее время. Это динамика и статика. Я сказал, употребил такой уровень, как в явь. И когда вы начинаете, ну, собственно говоря, это слово употреблять, то здесь же еще и действие, да, в явь, то есть делай, действие обращения, ну, например, к Богу. И поэтому вы начинаете видеть, что обычный человек обладает всеми функциями такого действия. Он идет так, что вокруг него сложились эти геометрические даже образы деревьев, зданий, не просто произвольно, а потому что он должен быть защищен, и поэтому он, изначально зная свое будущее, он избрал этот маршрут. То есть мы можем уже ближе подойти к тому, почему мы в какой-то ситуации действуем так или, например, как-то по-другому, да? То есть не иначе как-либо. То есть, потому что здесь мы можем уже распознать символику. То есть почему наша мысль определила позицию так, ну или там ясновидение, что лучше быть здесь. Пришли сюда, смотрим, вот пересечение деревьев. Так, понятно, что
значит, эти структуры, как правило, это просто оптические структуры, но можно выйти на именно физику процесса. Откуда вообще берется восприятие такого типа. Дальше вы начинаете понимать весь организм вообще сполна. Вот я вам показал узловую точку, что в будущих процессах есть четкая точка понимания всех процессов сполна. Логически ясно, можно всю будущую информацию сканировать, изучать и сразу понять, что в данный момент, что именно так или иначе организм проявляет, да, в данной точке. То есть вы начинаете понимать роль своей души в задаче Бога, объединяющую функцию пространства, времени. И ваша личность, которая уникальна и которая имеет, ну, например, там, физическое тело локальное, да, становится всеобщей в вашем восприятии. Вы видите свою собственную работу не потому, что вы там что-то делаете где-то в макрогалактике и так далее, а потому что вы делаете конкретное дело. То есть личность становится цельной и полной, потому что даже видит, что работу делает правильно. То есть, имея связи, человек уже начинает понимать, что он делает правильно. Более того, у него возникает спектр абсолютно уже независимости. Он начинает знать, ну, хорошо, раз он это понимает, какая разница, добавить управление, иди куда хочешь, да? То есть, получается, у него возникает уровень полной свободы тогда уже. Это очень важно при лечении заболеваний, потому что заболевание как система, ну, некой консервации, да, когда события начинают сжиматься и приходится на них тратить время, то найти путь излечения – это коррекция, опять же, управление. Тогда получается, конечно, возникает тогда другой вопрос. Вот он пришел, человек понял, почему так, но это и есть познание. Он пришел сюда, чтобы понять следующий уровень своего развития. Как только он понял, у него возникает вот этот шар свободы, именно бесконечный уровень свободы. Ему дальше не надо заботиться, не надо там анализировать, зачем, куда идти. Он идет в любое место, и он везде в безопасности. Уровень именно всеобщей свободы, всеобщего действия на системном плане взаимодействия с информацией Бога, вообще с Богом как таковым. И когда вы начинаете это понимать, вы себя уже видите в бесконечном уровне развития не потому, что вы туда присматриваетесь, а потому что вы имеете технологии. То есть в этот момент вы уже спокойно, устойчивы, вам не надо о чем-то другом думать, кроме того, что там, ну, сделать какое-то конкретное дело, и вы видите себя в будущем. То есть получается, когда каждый человек имеет такую линию поведения, такую структуру, будущее естественно устойчивое. Каждый знает, что происходит, пусть даже хотя бы, ну, там, по наитию или просто вот на уровне технологий, не обязательно там видеть какие-то события даже для начала, но лучше видеть вообще-то. И как бы дальше получается, что человек становится еще более свободным в созидательном плане. То есть если что-то его прижимает, да, он может быстро выкрутиться с этого события и стать еще более мобильным, более сильным, то есть мастерство его возрастает. С каждым уровнем понимания он становится все более мастер, так скажем, да, в управлении. И дальше получается, что, ну, чтобы, например, управление не было там только некой такой задачей или самоцелью, он должен видеть, что в естественном уровне с ним, например, там ничего отрицательного не происходит, более того, ни с кем не происходит, и это нормально, и он может в этом быть убежден, если действительно ни с кем не происходит. То есть, если он опознает, что хотя бы один человек этого не умеет, у него система устойчивости, конечно, начинает быть, ну, во-первых, неустойчивой, потому что он вынужден дать другому человеку тогда управление, то есть, чтобы сделать свое даже управление устойчивым, он должен дать. Это закон развития будущей ситуации. Бог дает другим, потому что, ну, во-первых, Он их любит из уровня любви, но и потому, что здесь получается, что любовь рождает логику процесса. Вот, когда логика рождена на любви, это и есть устойчивая система. И дальше, хотя вроде бы это не очень сопоставимые вещи, вот логически, да, но тем не менее стоит нам только высветить структуру любви в любых процессах совершенно, включая логические, и направить эти лучи в будущее, то мы видим, что будущее абсолютно устойчиво, причем в настолько бесконечном уровне, что человек понимает, что он вечен, ну, это просто естественно. То есть это его естественное состояние. Он понимает, что он никуда в неблагоприятную какую-то там чрезмерную ситуацию не попадет. Если захочет, не попадет даже и в минимально неблагоприятную ситуацию. То есть он это начинает понимать. То есть он становится как управленец, и уже тогда в его воле попасть в эту ситуацию или не попасть в какую-то.
может быть, не очень неблагоприятно, но он может допустить, не обратить внимания. Но он понимает, что из этого выйдет. Он начинает быть уровнем, ну, что ли, на своем, что ли, восприятии таким, или так воспринимать реальность, что полная контролируемость обеспечит ему свободу выбора, на что обратить внимание, на что не обратить. И тогда он в любой ситуации совершенно свободен. Он в любой ситуации реально защищен. Причем и Богом, и собой, и всеми людьми. И вот как только вы входите в эту систему, конечно, лучше обращать внимание и не допускать неблагоприятных систем. Лучше гораздо. Но, как говорится, связей очень много. По крайней мере, основных, наиболее, ну, чтобы не было радикально неблагоприятных, с помощью этой технологии можно добиться. А вот какие-то нюансы, это уже ваш личный выбор, но лучше бы их не допускать. Когда вы начинаете, ну, имеется в виду неблагоприятных нюансов, конечно. Поэтому, как только вы видите структуру любви в любых связях, включая логические, вы начинаете понимать, что будущий человек всегда абсолютно устойчив. Только ему в любой системе увидеть в первом восприятии любовь созидающую, любовь строящую, да? Бог, дающий любовь, строящий любовью, и это есть, вообще говоря, действие Бога. Хотя здесь технология вот именно работы человека, она так выражена, что человек просто действует так же, ну точно просто действует. Он видит, что делает Бог, и действует точно. Просто здесь нужно практиковать и стараться видеть вот выраженную любовь и действие Бога одновременно. Вот и все. Тогда ваше действие становится свободным, осознанным и абсолютно устойчивым. Причем вы видите, что вы действительно имеете все технологии вечного развития, реально причем. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.